Ой, привет, ну, на английском. Куда? Сказал, Россия. Он такой, не надо. If Africans were the one that owned chopstick, like Chinese people, chopstick would have long gone into extinction. Но в любом случае это необходимо. Нужен этот переходный, видимо, элемент между Африкой и европейским миром. Йоу, добро пожаловать в Juju People, самый черный уголок вселенной на русском языке. Здесь мы говорим про большие члены, про то, как класть сверху, про самую острую курицу на районе и о том, как выжить в России. Small, bro. Короче, So, ты сам приготовил, будешь А он же наелся, пока говорит small. У нас получилось приготовить эту штуку. Сейчас мы будем ее you тестить. don't eat the bay leaf though. Уже начинаем, да? Да, все. Сейчас Вы будем есть. кушаете вот этот лист. Если лист попадается, это счастье. Мне кажется, никто не ест лавровый лист. Есть люди, которые едят лавровый лист? Да, по-любому. Если Виктор мочу пьют, так что Да. таких несложно найти будет. У тебя есть такие люди в окружении? Нифига ты его по-нормально так накладываешь. Ну, потому что человек уже все, человек уже По-мамски, думает, когда это закончится, когда я поем. Все хорошо, бро. Че, кто первый? Не одну хватит. Кто первый снимет пробу? Че, тестим? Тестируем? Так, ну что, Джалов Вкусно? Да. впервые в... Первый раз. А ты первый раз пробуешь? Вообще впервые. Это первая африканская еда, которую я ем. This is the first African food he's trying, so... What? Вкусно. Чисто пришли пацаны в столовку. Все похавают, разойдутся. Ну, очень вкусно. Очень хочу готовить, бро. Типа сам? Он же. Ну ты задолбаешься это готовить. Мы сегодня готовили это 3 часа. Не, такое каждый день готовить вообще нереально. Ну, 3 часа тратить. Есть такие люди, которые делают. Необычно, типа, как у нас дома, это готовится там большая кастрюля на На 3 несколько дней, дня, да. на 2-3 дня, да, это потом разогревается. Типа каждый день. Хотя, может, и есть те, кто каждый день это делает. Но мне кажется, нет. Типа кастрюля и все это. Че, Дамова? А в Африке, Че Ну скажешь? что? Ты что? Ну что? там в Африке бывают люди, которые убираются дома каждый день. Знаешь это? Что? Они убирают дома каждый день. Почему у тебя... Да. Почему у вас все истории, типа, а в Африке бывают люди, которые убираются каждый день? Везде есть такие люди. Почему ты Но так- тут очень мало, у нас почти везде так. Типа тут в России мало убираются? Да, раз в неделю, 2. У нас каждый день. Чуваки сейчас смотрят, ну что, врубили видос, посмотрите, как черный хавают. Ну, нормальный контент, да. Уамбо это почти близко к Луанда. Ну, маленький город. Самый чистый город. Мне кажется, самый, если я не ошибаюсь, из Анголы. Самый чистый город в Африке? Ангола. 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 Ангола это ближе к ЮАР, да, это юг. Нет, Намибия, потом Юар. А вообще отличаются африканцы северные, центральные, южные? И как? Я думаю, да. Я не знаю, честно, но я думаю, да. Я думаю, 100%, если ты видишь африканца из Запада, if you see an African from Western Africa and you see an African from Northern Africa, of course you can tell the difference. And if you see an African from the central parts of the continent and from the south parts of the country, you can see the difference. You Я не might знаю. not know the countries, но мне кажется, разница
Мне кажется, если что, мы являемся типа, садек. Знаете, вот это садек. Садик? Садек. Это Союз Южной Африки. Содружество, да. и у них какой-то другой, да? У вас какой-то другой? Как у вас? У нас вот, даже политика там разная, все, да. Еще в каждой стране в Африке есть своя культура. Макс понял? Знаешь, страна, даже в Африке, даже внутри, у каждого типа племя, это племя, да, говорит, да? Племя, да? Есть свой язык, прикинь, каждое племя. Ну, в Да, Нигерии так и в это России такая... в целом тоже. А? В России куча народностей, дагестанцы, Но азербайджанцы. это типа, это народ типа из других вот эта страна. У нас это из Анголы, понимаешь? И у каждого свой язык. Это как-то странно для меня. Сейчас Дамо должен сказать то, что African states are not really a natural thing. Antonio is saying that inside of Angola, you have a bunch of tribes that are factually different nationalities. Yeah. So it's not basically, you're not really talking about Angola. You're talking about a bunch of nationalities just grouped under one flag, on the one entity. It's always been that, you know, that's how it is in Africa, actually. Even in Nigeria. Yeah. You have the Hausas, the Igbos. Do you support Support what? the disbandment of... Of course. Really? Yeah. Me, I'll say I don't mind, but then the problem is that, понимаешь, типа, начинает, когда люди начинают это до проблем, понимаешь? Типа между собой? Да, между собой. Мы главные, вы не главные, мы вот Да. это, мы вот Да. это. Вот это начинает проблема, война, это все. Есть так люди, раньше, сейчас не знаю, раньше типа есть так людей, которые, они не могли типа попасть в другой типа город, понимаешь? Из-за своей национальности. Да, типа. На тебя буду угорать. Если ты понимаешь, за вот это, буду просто угорать, ты будешь шутка для них. Ты к какой народности относишься? Я Умбунду. Это вторая, Уамбо. третья... Я не знаю вообще, это, знаю, это Умбунду. Типа А твои мусульмане. племени, да? Убунду, Да, Умбунду, да. Это Сулану, короче. Баконгу. У вас тоже есть такого? Умбунду. Умбунду. Не. У нас есть Умбунду, Кимбунду, прикинь. Умбунду, Кимбунду. Унду. Умбунду, Кимбунду, еще другие я не знаю. Какие основные, типа? В Нигерии, Yoruba, Hausa, Igbo. Я думаю, там Умбунду один из самых главных. Мне кажется, потому что я из Уамбо, это все знаю. А другие я, честно, не знаю, но бывают очень разные. Сейчас я загулю своих. Сейчас Discovery нам расскажет основные племена в У вас только Анголе. лингала вроде. В Конго, Лингар. Только лингала, В Конго? да. А, Конго только лингала, да? не знаю. Конго только лингала, ну, который я знаю, только лингала. И там нельзя говорить потише лингала, знаешь? Что нельзя? Потише говорить на лингальском. Я не знаю, они всегда кричат. Да, они всегда кричат, я не знаю почему. Тише. Там ребята... гулу. Я такой, бро, мы только общаемся, что? Лол. Пап, Они не могут- пап, не слушай. Это шутки все. Они не могут говорить потише, я не знаю, как это работает. А ты сам был в Конго? Нет. Но у нас очень много конголезов в Анголе. Который приезжает на работу? А, да. Приезжают жить. У Почему? них там проблем какой-то, вот это Браззавиль, да, вроде? Да. Да, Браззавиль? Браззавиль. Война там. Ну, это же 20 лет назад был. До сих пор там. Сухой, да. А, до сих пор этот конфликт? Я не знаю, если это конфликт, но они до сих пор там бегают. К нам. Они вроде... Антонио. Я не против, типа... Надо стену построить. Нет. Но бывают так люди, которые делают плохие вещи. Много это конголезцы, они придут, собирают людей, продают людей. Что он говорит про твоих? Продают люди. Что ты говоришь про его людей? Скажи, не все из Конго плохие. Не все, есть такие. Не все, национальность не может быть плохой. Ой, это есть люди, я сказал, Есть это плохие такие. люди. И да, я так сказал. Нет плохой национальности, нет расизма. Фух. Ты помнишь, в какой момент ты решил, что ты хочешь учиться в России? Это смешно. У меня были проблемы в школе. Я не решил понимать, я думал, меня сейчас отчисляют. Я не знаю, как сказать маму. Я же учил в Намибии.
А, ты учился на В Либии, Либии? да. Мне говорят, типа, мне будут отчисляться, и мне нужно вернуться в Анголу. Я такой, бля, как Юнам? это? Юнам? Нет, да, там есть, я почти я учил в школе тогда. А, Мне было же, типа, там у нас, типа, как говорит, очень важно, типа, 10 класс очень важно. Там очень важно. 10 класс и 12, это не очень важно. 10, ну тут как 9 и 11, наверное. Да, 10 очень важно, типа, если ты не даешь, ты повторяешься, понимаешь, очень прямо. Там, я такой, я не знаю, мне типа всегда проблем, меня хотели отчисляться, я типа много чего плохого сделал, они просто уже не могли. Говорили, типа, Антон, а мы тебя отчисляли, так далее, ладно. Ты так же говорил, да, блядь, там и все. Я так сказал, не знаю почему, блин, я такой, блядь, ладно, типа я был такой, ну, тупой просто. Я звоню, мама, да, себе говорит, о, а ты завтра приезжаешь к нам? Я такой, в смысле приезжают? Просто тебе уже через неделю в России, я такой. Да, завтра приезжаю. Стоп, ты не закончил, и тебя... И потом, когда я был в Анголе, я закончил там уже. Стоп, тебе дали приглашение учиться в Россию, еще не закончил школу? Я подал уже документ. А, ты заявку подал. Да. А мне нужно было тут закончить школу. Но из-за того, что они очень долгие, я типа уже там закончил. Типа, не сказать, типа, чтобы это было быстро, понимаешь? Типа, я учу 2 класса в 1 год, прикинь. Вундеркинд. Я, который не любил учиться, так мне нужно было все. Вундеркинд. Ты думал о том, что типа я хочу поехать в Россию, или это просто типа вариант был для тебя? Там было 3 варианта, но в России мне стало очень интересно, это очень смешно, потому что мне сказали, я не знаю, как ты понимаешь, типа, я очень ленивый, это все не делаю. И там человек пришел с моим документом, да, такой, да, если будешь так себя вести, тебя там убьют. Мне стало интересно, не знаю, понимаешь, мне стало интересно. Что? Если поедешь в Россию, тебя Тебя там там убьют? убьют, да. So, you heard things like that before coming here? no. No. Бро, я в аэропорту, это очень странно, я в аэропорту, я типа, А в каком году ты приехал? 12, 12. да. Ну, там уже все спокойно. Я в аэропорту, там человек такой, он из Нигерии, я спрошу, ой, привет, ну, на английском, куда? Сказал, Россия. Он такой, не надо, не надо, Возьми мои деньги. не надо, тебя убьют, не надо, тебя убьют. В аэропорту? Да! Такой, это просто шутка. Первый день, когда пришел в Россию, самый первый день, понимаешь, первый день там драка. Такой, мама, я умру. Понимаешь, один человек, я ну, начинал быть мой друг. Но меня не трогали, не знаю, почему меня трогали. Это где было? На улице? Да, на улице. Меня не трогали, не знаю почему. Я так стою, понимаешь, мне очень холодно, типа, это первый раз. Я просто так стою, вот так. Они мимо, и такой, бля. Это было в Москве или уже? Уже в Иваново. В Иваново. Типа, я тут ненадолго просто пришел и сразу туда. А твои семья, кто-то из твоей семьи учился в Москве, в России? Нет. Никто не ездил? Да, мне кажется, это обычная история, то, что типа... Просто мой брат, как говорит, военный. И тут был ну, человек, который мы знаем, он тут учился. И он говорит, что мой брат, типа, я могу ему там отправить. Тут уже было, типа, людей, которые там жили в Намибии. Им хотели тут отправить. И они, типа, тоже предлагали, чтобы, типа, я с ними приезжал. Все, понял. Да, вот это. Damla, what would you say, like, people that are wondering what country should they start to travel to Africa with? Like, someone who wants to check out Africa outside of Egypt, outside of Seychelles, what's that one country that you could go to and still get nice service and be able to check out the real African life? Namibia. Namibia. Why you say Namibia? Namibia. South Africa. Why Namibia though? I don't think Namibia. I like Namibia because I live there. But then it's almost like Europe, понимаешь, типа. Oh, Namibia? Да. South Africa, Намибия почти как Европа. Там электричество, там все есть. Ну, как и ЮАР. наверное. Да. Как Юра, да. Там все есть, понимаешь? Типа, ты даже типа, не чувствуешь, что ты в Африку. Когда ты в Анголе, ты чувствуешь, ты в Африку, понимаешь? Типа, там иногда нет электричества, иногда нет вода. Иногда. Бро, знаешь, типа, насколько это круто, я знаю, типа, это так круто.
когда электричество типа везде не пришел, да? Когда он придет ночью, мы типа кричим: Лужвео! Там все и Nigeria up Непа! Круто, да, такой кайф, это такой кайф, ты кайфуешь, я не знаю. I thought that was only like a Nigerian problem with Бро, electricity. ты такой кайф. Еще кайф, когда типа, ты первый знаешь, типа, если типа, ну вот эта улица, ты первый знаешь, Да. Я принес свет, пацаны. идешь на улице: Лужвео! Lol. But is it true that the issue shit like this happens in Nigeria is mostly because of the corruption? Of course, bro. Because I think people like люди сейчас слушают and they're wondering like how come Nigeria is the biggest economy in Africa, oil, how come people have troubles with electricity? How Коррупция. Это коррупция. Это африканский менталитет. Я думаю, это bad management просто. Это коррупция. Да, мне кажется, все вместе там, Да? нет? И плохое управление. В чем Because разница? they make money from selling some, you know, у нас капитализм. Капитализм это не один для Африки вообще. So, да. No invented for Africa. No, not good for Africa. So the thing is, the African leaders are very greedy. So capitalism means privatization. So the ones with money, they buy all this government, they render the government useless because they buy all the government's equipment, government's infrastructures, they make the governments become irresponsible. So when that happens, then you enslave everybody. Такая тема, вот то, что ты сейчас говоришь, типа то, что капитализм это не подходящий для Африки. В России же тоже. There was a long time in Russia when people would say that capitalism doesn't fit Russia. Even up till now, there are people that are saying that the economic distress Russia is suffering is because Russians are not made for the, let's say, like Western political liberalism. Africans тоже. Well, how come if you see countries making it like South Korea and the United States, two different, absolutely different countries, but they're both making it under a capitalist liberal system. Do you know what? One thing capitalism does is capitalism takes away government responsibility. And even though in China, they practice socialist capitalism, Yeah. that way the government still has control over a lot of the resources. You know? It's different. They can tell you they're practicing capitalism, but they understand what they're doing. They're just doing that for formality's sake, but it's not capitalism. You know? Capitalism, Africa needs. So what was the solution? Не, ну, а вот ЮАР, там же капитализм сейчас в чистой воде. ЮАР? Да, и там все хорошо, и они двигаются вперед и так далее. Знаешь, кого контролирует ЮАР экономи? Нет. Это белые люди. В Намибии то же самое? Да. Да? Это мы вырежем. Они не африканские? Они африканские, что ли? Они не африканские. We're gonna cut this one. You can tell people that the only developed countries in Africa are controlled by white people. But that's true. Come on, no. But that's true. But Один Africa, президент сказал, я не помню, если это Мандела или Джули Малема, сказал, да, никогда не дай деньги на рука черным. Почему? Хочешь, чтобы типа твоя вот эта твоя типа страна, да, была типа выше, да? Ты можешь выкидывать, да, все белые, да, но оставлять тот, который типа работает с финансом. Они всегда помогают как-то. You see the reason why we can always talk about this, the reason why we can always say the successful countries in Africa are ruled by white people. It's not because Africans lack managerial skills. It's because Europeans always look out for the people first. And that was the reason why they introduced capitalism in the first place. When you have a capitalistic economy, they select some few people from your people, your elites. They empower them, they choose them as leaders. So those people become puppets, and those are the ones that determine the fate of you, the common individual. And capitalism is all about multinational corporations. They are the ones that buy these government properties. And who owns the multinational corporations?
I'm not White even people. I'm not even really talking about the mechanics. I'm talking about the ideology. Like you want to say that there is no way you can apply capitalism in an African society for it to work. No, because Africans are greedy people. You know the reason why Africans are greedy people? They have survival struggle. We've been made to be so poor for a very long time. So every time someone tries to come up, they always, that greed of, I've been deprived of this thing for a very long time, so I have to, now I'm exposed to wealth. I have to take this, I have to take this, I have to, and everyone has that mentality. So how is capitalism going to help us? You understand? No, I understand what you're saying. But Я не знаю, если типа все так же, но там они не дадут место для молодых. Да? Ну, ощущение, что он сейчас про Россию говорит. Мне кажется, что там слишком сильная племенность такая. То есть, если ты добился чего-то в Африке, то ты всю свою семью туда будешь подтягивать. Да. Всю свою семью. И ты не будешь смотреть на Если- кадры. если не будешь будешь себе требовать смотреть проблемы, я не знаю, там в на его Нигерии- профессионализм и так далее, ты просто будешь всех брать, из-за этого, сама верхушка власти, она очень слабая, поэтому получается. Но это то, что происходит везде. В Америке с черными, в Европе с черными, в Африке с черными. Это просто, наверное, maybe it's just part of the way the black man, the African man views himself. Like if you check the American society, it's the same thing if you're rich, you're poor, whatever. As soon as you make it out of the ghetto takes you down. Да, типа. Not only in Nigeria, in America, it's No, the no, same no. thing. It's like I already said, it's survival struggle, bro. Yeah, that's what it is. That's what it is. Что бы ты сказал про, как бы ты описал жизнь в Анголе? Типа для людей, которые вообще не знают, что такое жизнь в Анголе. Блин, там есть разное. Я жил оба жизни, да, там говорит, там в гетто очень плохо. Что Прям. такое гетто в Анголе? Это что? Это в бедное место для нас. Это гетто, бедное место, где вода редко придет. Понимаешь, типа, я помню, когда я был молодой, нам нужно искать, мы купим воду, да, в так носик до дома. Когда бесплатно, то круто, понимаешь, когда ты что-то там сломался, мы будем там украсть вода, и понимаешь, типа, это очень сложно. Есть людьми, которые даже, понимаешь, говорят, типа, еда нет, понимаешь, это все. Подожди, и это прямо сейчас, вот Даже в сейчас 22 году. есть место, где вода нету. Ну это какой процент? Да. Какой процент людей? Это могу говорить, потому что я точно не знаю, но могу говорить. Сейчас, типа, я это не вижу, потому что я живу уже в Ну другой. да, ты в другом месте живешь, Да. И ты, понимаешь, это так разно, понимаешь, типа, ты идешь сюда, да, тут очень богатые люди, а тут через дорогу очень бедные, понимаешь, типа, это That ужасно. happens all over Africa. Это ужасно, ты понимаешь, типа, такой ты кайфуешь, типа, жизнь, потом через дорогу такой, Что происходит? где я? Что происходит? Поэтому-то, если очень богатая страна, очень прямо богатый, вот ты не замечаешь там бедность, ты понимаешь? Да, Но а в Анголе тут, ты видишь. Ты во сколько лет уехал? Получается, ты учился в Намибии всю школу? да. А, то есть ты ребенком уехал из Анголы? Да. А, Я жил в Намибии до 17. Виндук. Виндук, да. почему Намибия? Лучше учеба, не дорожка. У нас в Анголе очень дорого вот это. А, учеба дорога. Да, еще английский там был, типа, и все, типа, там раньше все, типа, хотели А, Ангола, учить португальский. Да, все, типа, очень было важно, что ты учишь английский, чтобы потом уезжать, Англия. Они тоже ближе друг к другу, да? Да, очень Да, близко. И поэтому там решили, там думаю, все, типа, раньше, типа, думаю, даже сейчас, да, люди, которые не знают другое место, да, они считают, что Намибия лучше, чем Ангола. Знаешь, самое смешно? Потому что это мы помогаем Намибии, но они живут лучше, чем нас. Намибия в плане ресурсы? Ресурсы, да, вода, электричество, понимаете, это мы им даем, но они живут лучше, чем нас. Как? Лоу. Сейчас получается топ-2 страны в Африке. Именно по прогрессу. Топ что? Ну, типа, самые развитые страны в Developed, Африке. top 5 developed countries in Да. Africa. Я могу говорить, Первые. которые я видел, типа, даже в Намибия. списках, да, Первые. США. You are. США тоже в Африке. Это для анонса, это для анонса. You are, Намибия. Там эта страна, где был, это парень, который... Конго. Руанда? Да, Руанда. Руанда? Руанда там, да, они develop. Не знаю как, но все говорят это. Я не видел, но все говорят это. Что? Мне кажется, Нигерия тоже все говорят, не знаю, что они developed, говорят, типа, они богатство. Они богатство.
Так говорят, не знаю. Это я слушаю, понимаешь? Это 4-е место, да? Четвертая Нигерия. Ну, они самые богатые, они на 5-м месте, самые богатые, они самые богатые в Африке. Опять не знаю, кажется, Ангола. А что пятая значит Ангола? богат? Кажется, да, я не знаю. Я не знаю. Египет не ставил. А Конго? А, вот это. Конго. Типа это Африка, Африка даже не считается. Это Африка даже не считается, да? И там даже не трогают. Египет, Tunisia, Algeria. Это не Африка, понимаешь? Там вот не трогаем. Но это очень важный момент, то, что this is a very important thing that someone came and, like in Russia, there are peoples that say, я поеду в Египет, but they don't even think they're going to Africa. There are people that say, я поеду в Сейшелы, but they don't even think that they're going to Africa. Египет — это часть Африки. Египет — это Африка. Даже Фактически, да, но в России никто не воспринимает его как Но это Африку. же проблема. даже мой, понимаешь, когда я был в Египте, понимаешь, Ну говорит, вот, а почему? Если это же вот чувак с Анголы. даже мой. Потому что это же, это Африка. Египет находится на африканском континенте. Это часть африканской кажется, культуры, наследие Из-за мира. того, что они типа слишком, как говорит, Арабатизированы. да, и мы даже мы не видим им как африканцы, понимаешь, чтобы типа ты видел Египет как африканский, ты должен учить много, понимаешь, типа. Что ты думаешь, Дамал, насчет этого? About people not considering or not treating Egypt as Africa? Man, you see that it's so complicated in the sense that for people like us that really know African history, we know Egypt is part of Africa. But due to the invasions over the years, over the centuries, they've Arabized everything. Now they've made Egypt an Arab country. So what do? We don't have any other choice. Just give it to them. Damn. So we What do we do? officially giving Egypt to them. I don't have. They already took it. So why? You know what I'm saying. But the thing is, we know. Most people don't know. Most people think the real Egyptians are Arab people. That's They're the not. problem. That's the problem. That you can't just, even though they've washed the perception of Egypt, we still have to. We have no choice than to claim it. But the thing is, how many people know? That's what I'm saying. It's on us. Это нам нужно Да, продолжать to know, говорить, yeah. что Egypt is part of Africa. Yeah. Так все раздадим, да? So And one of the effects of that Arab washing Yeah. is the reason why Mark said most Russians think Egypt is not part of Africa. and that's a problem. Yeah. Do you agree it's a problem? No, you see the reason is they say they say Greece is the mother of European civilization, right? So most of the Greek philosophers, the scientists, they studied for years, decades in Egypt. So now they're making Africans feel like Africans are inferior. So it's now very unacceptable for them to think that, oh, these same people we think are inferior are the ones that actually taught us civilization. Facts. Because if Greek is the mother of, Europeans consider Greece to be the mother of European civilization, yeah? Yeah. So it means Europe learns civilization from Greece. from Greece. And the bright minds from Hippocrates, Socrates, Thanos, Plato, Aristotle, all of them learned in Egypt. And where is Egypt? On the African continent. So instead of us to accept that Egypt is in Africa, let's just accept it's an Arab country at least. It's better for us to accept that Arab people that are actually like closer to us in color, they are the ones that actually gave us that knowledge. Compared to we are admitting that, okay, Africans are the ones, these black people that we think are inferior, you know? So it's not acceptable to them. So they have to, and we don't know, blacks don't know. So we have to claim. Many blacks don't know, yeah, many They black don't people don't know. know. They don't know. We have to claim it. Объясни, почему Иваново? Почему ты выбрал Там Иваново? был друг, говорит, кузен или племянник, понимаешь, типа он там учился. Уже. Уже, имеет в виду, либо ждать, Его cousin. типа, либо ждать тут, либо в Иваново. Такое, когда мы пришли, да, и потом сразу в Иваново, чтобы погулять. Это спокойно и понравилось просто. Ты там уже сколько, 10 лет? Да, 10 буду 10. Расскажи, что такое Иваново глазами африканца. Что это за место? Это вот сложно говорить, потому что... What is Ivanovo through the perspective of an African person that has lived in Ivanovo 10 years? Okay. He lives in Ivanovo. Что такое Иваново? Иваново это слишком спокойный.
города. Ты знаешь, что это топ невест? Да, было больше нет вроде. А, уже нет, да? Ну, вот так говорят. Очень спокойно для студентов, очень удобно для студентов. Прямо студент. И, ну, типа, в мое время, да, там мало внутри вот это проблем, вот это расизм очень мало. Поэтому очень удобно жить, если ты иностранный. Это мое мнение, это очень удобно жить и очень удобно там учиться. Что ты по сравнению с Москвой... Ты в Питере был? Да. Москва, Питер, Иваново. Потому что ты можешь уехать сейчас из Иваново, правильно? Да. Почему ты до сих пор там? Москва, я считаю, иногда это слишком токсик. Для меня это слишком Окей. Окей. слишком плохо для моей здоровья. Всегда, когда я тут, у меня какой-то проблем, депрессия. Я помню, когда ты начинал снимать ТикТок, мне было все нормально. Приезжал в Москву, я такой, это не хочу. Типа, либо потому что, типа, когда ты в Иваново, да, ты можешь мечтать, понимаешь? Типа, есть что-то больше. Когда ты тут, такой, а что еще? Это интересная мысль. Понимаешь, типа, когда ты тут, а что еще? Это интересно. В Иваново есть время подумать. Да, ты понимаешь, ты типа, знаешь, ты сейчас будет популярен, сейчас Москва будет... Что еще? Надо жить в Рублевка. Да, мы понял, что Это еще. Рублевка. И потом, понимаешь, типа, и когда ты приезжаешь, ты уже, типа, познакомишься с этим блогером, все это, понимаешь, типа, вся эта компания, тебе неинтересно. Понимаешь, тебе неинтересно, Ты за все это время в Иваново смог создать друзей? У тебя есть друзья в У меня Иваново? есть много друзей. Очень прям. Но я не такой дружный. Я такой дружный, но не дружный. Понимаешь, я такой, я хороший, Какое но... слово? Я дружный. Какой? Дружный. А там живут Дружелюбный, брат. многие черные, да? Там живут многие черные. Там очень. Ну, типа, не как у вас, но да, очень. У вас что, у кого? Тут В Нигерии. Тут вот это. Вот это? В Москве. Москва, да. Тут много. А, окей. Конечно. У нас типа есть, но... Вы общаетесь? Да, ну не так дружим, но так привет пока. Ты за эти 10 лет сталкивался с какими-то инцидентами в Иваново? Ты жил 10 лет уже? Да. These guys Я- are oldie. Я могу Тебе говорить, надо место в доме. я могу говорить, типа, я ни разу не сталкивался с расизмом, я не знаю, что это расизм или был нет. Меня ударили, типа, один раз, но я не знал, что был расизм, просто потому что они ударили, бегали, все, украли. Они ударили и убежали. Да, ничего больше. И типа, не был такой, типа, уезжает обратно, мне такой не был, понимаешь, типа, в лицо, никогда. Они всегда меня поддерживают, вот это, никаких проблем за мой цвет кожи, типа, именно я думаю, много тоже такого не бывает, да, именно, короче, я думаю, много африканцев, да, у них комплекс, да, комплекс, да, Комплексы, да. и он будет на тебя только смотреть такой, это потому что я черный, понимаешь, типа, Ты думаешь, что у многих африканцев комплекс? да, я думаю, мы сидим на маршрут, и мы громко говорим, да, громко. Человек такой, говори потише или на русском. Я такой, ладно, понимаешь, типа, я понимаю, типа, это его страна. Это мы сам пришли сюда, понимаешь, типа, нам никто не пригласил, понимаешь, мы сам, понимаешь, типа, если буду их уважать, они будут, понимаешь, типа, это уважение. Я даже помню, один раз мой друг, там был людей, типа, они начали кричать, что так гуляют? Я такой спокойно с ними говорю, очень спокойно, и такой, ой, ну ладно, пойдем домой. Понимаешь, в чем я, да? Иногда Люди из автобуса, это моя страна. понимаешь, типа, иногда люди типа, создают сам проблем. Я не знаю, я так считаю, потому что мне ни разу не было такого, понимаешь, типа, может быть будет, может быть не будет, но я ни разу не сталкивался с расизмом, только в интернет, да, очень много. Нет, ну вот тема про... Это реально была такая история, что сказали, говори потише. Да. Или на русском. И да. Но это жесткая штука. Это Нет? очень жестко. Нет, А ты такой, ладно. Ну я просто даю... для меня это не жестко, понимаешь, для меня это не жестко, потому что я такой думаю, да? Есть придешь в мой дом? Да, Знаешь, почему для тебя это не жестко? Потому что мы с тобой здесь родились и выросли, и мы знаем этих людей, а ты чувствуешь то, что ты на чужой земле, и тебе нужно быть Да. аккуратней. Вот, мне кажется, главное отличие. Да. То есть, когда мне говорят, типа, тише, или я говорю, пацан, ты чё? Ты откуда? А вот ты, потому что это, мне кажется, это очень правильная позиция. Я Когда такой- ты аккуратен с теми людьми, к которым ты приходишь. Это очень важно. Ты не можешь, я такой считаю, да?
Ну, нас так научили моя мама, да? Если тебе есть возможность бегать с проблем, тогда беги, понимаешь? Типа, не нужно создать проблем, когда ты можешь, типа, вот это... Я не могу, Провоцировать. да, я не могу. Даже есть такие маленькие людей, которые я могу им бить, они начинают проблемы такой, иди просто домой. Понимаешь, типа, тебе не нужно, ты понимаешь, типа, когда ты, и нас такой, я не знаю, нас такой, да, если у кого-то дома, да, они знают, где нож, понимаешь, типа, они знают все, понимаешь, ты не знаешь, это не твой территория, понимаешь? И быть аккуратным, это не значит, типа, быть тупой, понимаешь? Великий цитата от Антония. Быть аккуратным не значит быть тупым. Да. Think Но about it. ты можешь себя защищать, это нельзя было тебе помочь, но никогда не начинай, сам никогда не начинай. Ты чувствуешь за эти 10 лет, do you feel that for these 10 years you got assimilated into the Russian culture, into the Russian mentality, into the Russian Я thinking? могу говорить да и нет. Что ты имеешь в виду? Я начинал оценить все по-другому, понимаешь, типа, даже типа фигуры девушки, все, понимаешь, типа. Там было время, Очень важный Не, момент. пусть скажет. там было время, которое я не смог убить девушку с большим попом. Ты не мог быть? Да, типа, было страшно, понимаешь, типа, раньше я любил это, раньше, типа, когда в Африке, типа, знаешь, типа, тут Всё. любить, типа, вот это. Да, заново. То есть ты до того, как приехал сюда, ты любил женщин с хорошей фигурой. Ну, это мы любим в Африку, понимаешь, такой, да. тебе нужно такой. Потом ты приехал сюда, и у тебя это поменялось в голове. Такой, я не могу, типа, понимаешь, типа, начинаю видеть. Сломался. Да, и потом сейчас почти так же дает вкус, но я же понимаю, типа, понимаешь, проблема не фигура, понимаешь, типа, Душа? даже не душа. Это человек, понимаешь, типа. О, да ты романтик, man. Главный человек, да? Да, это человек. Да, это человек. Мне кажется, А у тебя как? Ты смотришь на фигуру? Конечно, А тебя большие формы? конечно, я в Западной Африке, конечно. А ты сколько в Москве уже? 7 лет, 7 лет? да. Ну, еще 3 года. но я честно, я не могу больше, долго я не могу смотреть на фигуру. Мне кажется, я не знаю, мне кажется, потому что из-за бывшей, да, она меня научила, что фигура не так важна, понимаешь? Знаешь, почему он так чувствовал, да? Потому что в Анголе и Намибии там есть очень много девушек с большим, big booty. Да. But wait, he's saying that he has changed his mind. Yes, because it's something you've been used to for a very long может time. быть, из-за этого, да. So now he's seeing another side of like, oh, okay. Очень интересно понимать, That's the reason. или потому But что... for me, No going back. man, I used to see this. Then I came to Russia and I started to see girls from Namibia, South Africa, Angola. I saw this. I'm like, Ну, я больше не знаю, как объяснить, типа, я больше не смотрю девушка, как вот это, понимаешь, типа, это очень странно, там был, типа, это очень странно, типа, ты не видишь девушку, да, из-за фигуры, это очень странно, понимаешь, типа, ты на нее смотришь, и ты просто только с ней разговариваешь, ты не хочешь... Какой романтик! Это не романтик, понимаешь, это... Какой романтик! Блин, знаешь, мне интересно посмотреть рекомендации на оргазма у кого какие. Понимаешь, это очень слишком странно такой, ты сидишь, ты понимаешь, я не знаю, если вы знаете Валя Коновал, Да. это тиктокер. Я ни разу не заметил, что у нее большой сиськи, ни разу не заметил. Большая грудь? Да, не заметил, когда говорили, понимаешь, типа, я всегда посмотрел на ее лицо и его гораздо, да? Потом говорили, у нее большие сиськи. Серьезно? Я там смотрю, Окей. как я не видел, понимаешь? типа. Какие еще моменты? Ты говоришь, что вот это у тебя поменялось. Какие еще моменты чувствуешь, что ты... Я могу говорить насчет деньгами, я начал быть слишком аккуратен с деньгами. Раньше ты был типа все. Мы в Анголе так, понимаешь, трать сюда, трать сюда. Ты не думаешь о завтра. А тут даже люди, которые не думают о завтра, они все равно понимают, есть копейки, понимаешь? Типа, Факты. они не могут тратить все деньги, понимаешь? Типа, они все... Ну, это экономическое образование в целом. Так. Да, я начинаю больше думать об этом. Do you have moments of your mentality or your thinking that you know have changed since you've been in Russia? yeah. Was there? Personally, for me, I realized that Russia made me understand that there is another world outside trying to be like another person. You Да, understand? это тоже, да. Yeah. Тут, я не знаю, как это объяснить, тут ты научишься быть собой, не знаю, это очень странно. В России ты учишься быть собой? Да, это очень странно. Yeah. И
Yeah. Макс, ты слышишь, что они говорят? Я понимаю, о В чем. России учатся быть собой. Yeah. Это очень в России. Я очень, типа, раньше я имел типа, проблем с это, свет, коли все помашь, типа, Yeah. и потом, Ну, когда... ты это принимаешь здесь. Я просто. такой, типа, ты это принимаешь и осознаешь. я что это- понимаю, я такой, понимаешь, да, даже на моей фото, да, у меня нет такой фильтр, я типа, ничего не меняю, понимаешь, типа, я себя принимаю, как я есть. И у нас, типа, там в Анголе, да, не знаю, в другой стране, в Африке, они будут тебе так угорать, ты чё, ты вот так понимаешь, типа, а тут как бы, ты не знаю, либо я познакомился с нормальными людьми, они тебя принимают, как ты есть. You see, one thing is, even though there are so many Russians that probably might feel some kind of way about seeing a black person, but as a black person, you never really know how valuable you are as a person until you come to Russia. Because of the contrast. Huh? Because of the contrast. Да. I don't don't care. know. I don't want to know. I only see the results. Bro, No, but you guys are saying that Russia taught you how to be yourself, how to pursue Love yourself. your How uniqueness. to love yourself. Self. How to love yourself. But the peculiarity of what you're saying is that Russians are the absolute opposite of that. When you're living in Russia, you're not taught to be unique. You're not taught to embrace yourself. No. They don't have to teach it to you. All you need to do is you need to observe your environment. You need to represent yourself first. But that's You need to represent yourself first. And then again, you need to see beyond what's given. They don't teach you. They don't tell you in class you have to be this. No. they don't tell But the thing you. is, the reason why you feel that way is because you were raised in Russia. that's what I'm trying to tell. Like it's very curious that you, as two foreigners that have lived in Russia, you get a whole different experience. Because a regular Russian living in Russia, he's being nurtured in the culture of be as everyone besides you, be the same, don't stand out. Мне кажется, из-за этого они, когда типа видят какой-то другой, они такой, хочу быть с собой, понимаешь, мы тут страдаем, ты понимаешь, как из-за этого. Because there is, like, if you go back to the Soviet Union mentality, to the Soviet Union policy, any person that stands out just a bit, he becomes a focal attention of the police, of the party. So 99% of Russians, they're being nurtured in the culture of be as everyone besides you. And it's No, true. have you asked everyone? Because I don't really understand. Don't do anything that could draw attention to you. Don't think out of the box. Don't step out of the rules. There are even lots of sayings in Russian language that's, я не знаю, инициатива дрючит инициатора, ты чё самый умный, all this kind of stuff that nurture you in the culture of being just as the same as everyone else. But I think what happens in the situation of foreigners is that because of the contrast, you begin to embrace yourself. No, not really. Maybe you're not even thinking about it, but it happens because people give you the attention. No. You see the difference is we are from colonies. He's from a Portuguese colony. Yeah. I'm from British colony. All my life, I've been taught from childhood how to behave like a British person. He's been taught how to be like a Portuguese person. So for the first time, you come here, you see people that are actually themselves, proud of themselves. They speak their own language. They have their own culture. That's a good Russians point. don't think like any other person. They only care about them. They think about themselves. That's a good point. And they're very proud of who they are as a person, regardless of how the economy might be. That's a So good we're point. not used to that. We're not used to being proud of ourselves. So We are- comparing Russians with Nigerians and Angolans, you see the contrast and you feed off that. Yeah, because I immediately understood the fact that these are people like me. These people, they don't try to To impress. be another person. No one is telling them to be like Americans or UK. Facts. Russians are They don't- Russians. They don't try to impress. So then thing is, you start to ask yourself like, then you take that reflection into your life as someone from a colony, and you realize that in your school you're not allowed to speak English. You're not allowed to speak your language in your school, and that's the reason why Africa can never grow, because you see, part of your humanity, your language is part of your humanity. Of course. So when they are making you study in a colonizer's language, in Portuguese and English, you can never really understand. You can never outshine the Portuguese because it's not natural. And anything that isn't natural can't work.
So when you come and see all these things, you study, you go crazy like, what the? How am I not being taught physics in my language? How am I not being taught chemistry? Imagine being taught chemistry in Yoruba. That's the reason why in Russia, illiteracy is almost non-existent. Because you don't have any excuse to not go to school. Because they teach you, school can never be boring. Why would school be boring when everyone goes to school? The same language, even if you don't go to school, an illiterate in Russia can be a part of government. Because when you go to the bank, they speak Russian. Your mayor, your president addresses you in The same language. So you get involved, get included. But in Africa, in Nigeria, for example, if you don't go to school, you are automatically not a part of the society anymore. Same as Angola. Yeah. And those are the ones that they stop. So how are we going to grow? You speak your language, they call you Primitive. Primitive. Yes. You understand the difference now? So Yeah. when we come here, it's a shock. Like, wow, for the first time, we are because right from your childhood, you watch American movie or British movie, you dress, you must wear suits. When you wear your normal African wear, nobody says anything. But the moment you wear suits and you wear tie, your parent tells you dress responsibly. Yeah. when you talk When you speak white, English, yes, they say, like, yeah. They beat you to learn how to use fucking knife, bro. they force you. If Africans were the one that owned chopstick, like Yeah. Chinese people, chopstick would have long gone into extinction because Africans would be like, you can't fucking knife this. You see stick, monkey, stick. You know, that's the mentality, bro. Self-disrespect. Yeah. You know. Common connections. Let's go to TikTok. Давай поговорим про TikTok. Переходы на TikTok. Когда у тебя это началось? Потому что ты долгое время делал блогинг вне ТикТока, да? Нет, вообще. Ты просто на Ютубе делал блог. Нет, вообще нигде не делал блогинг. А, Я вложил один видео, я просто хотел смотреть, если Маби сейчас меня смотрит. да ладно. И потом я там сплю, и там ребята блогером, да? То тогда типа был 10 тысяч такой, 10 тысяч мне пишут, 10 тысяч, они мне пишут. Нифига. Это какой год был? 2 года назад или 3. Это единственное видео твое первое. Да, выскочило, да. и все, и сразу. И потом там друг из Олег, он был в Dream Team. Он такой сказал, знаешь что? У тебя есть, типа, что люди не понимают, что у тебя есть. Типа, знаешь, я питался в моем блоге, да? Это типа быть сам собой. Не питайся, типа, много черни, они питаются быть русским, типа, черни, понимаешь? Такой, я буду говорить с моим акцентом, понимаешь, типа? Я не буду питаться быть как вы хотите, понимаешь? Я не буду говорить, типа, насколько питаться русским, понимаешь? Я буду говорить над русским, над африканским, над всем, понимаешь? Как я обычно живу. Еще в блоге был, типа, такого, что все пытаются быть крутым. Факты. Я не знаю, если вы заметили, до того, как, типа, как я стал популярным, да, стал такой прикол, что, типа, снимать простое видео. Раньше, типа, было очень мало такое простое видео, очень мало. Даже в TikTok сейчас уходит простое видео. Это было, типа, знаешь, что мне нужно снимать простое видео, потому что это что-то пока нету. И друг сказал, знаешь, что у тебя есть уникальный, понимаешь, контент, снимай в TikTok. Я снимаю, там, месяц, типа, так получился. Потом мы со самками вложили в историю. Все, я понял. Самками И началось. Да, на первый раз, в третий раз, второй раз, четвертый. несколько раз? Очень много раз. Я даже не знал, кто она, понимаешь? Потом такой первый раз, кто это? Потом второй раз, потом весь TikTok, понимаешь, весь блогер мы начали, типа, ее вложить. За 3 недели, за 3 месяца. Как ты думаешь, то, что ты говоришь таким акцентом, он помогает, условно говоря, россиянам нормально относиться к африканцам, которые говорят с акцентом? Я думаю, да. Они только типа, нас понимают, а тоже африканцы. Раньше много африканцев боялись это говорить на камеру. Сейчас очень много. Если вы видели, сейчас очень прямо много стали. Я думал о том, что россияне стали лучше относиться к африканцам с акцентом, но я не думал про то, что африканцы тоже начали... Они даже сейчас очень мало африканцев пытаются говорить как русском. Это даже типа в TikTok, понимаешь? Даже есть люди, которые даже типа придумают акцент, понимаешь, типа. Ты сам все делаешь весь свой контент? Да. Прям как у тебя рождается видос? Это ситуация, понимаешь? Типа я вижу и говорю. Я очень пытаюсь, типа, мне надо долго, потому что я пытаюсь говорить с простым словами, понимаешь? Типа. Ты пытаешься много раз переписывать? Нет,
думаю, как говорить, это простым словам. Много контента, типа, лишь из-за того, что они пытаются говорить красиво, но не понятно, понимаешь, типа? Неорганично. Да, и когда ты говоришь простым словам, все понятно, всем понятно. А ты сейчас в хаосе каком-то находишься? Нет, ну, я не живу, но типа с друзьями, типа, я просто с ним работаю. Просто работаешь. Да, мне просто очень сложно работать с блогером. Они, это даже не дис, много блогеров в России, они не могут быть сам собой. Они, там было, Образ, персонаж. они все крадут. Раньше, типа, я думал... Наконец-то началось бифы, Да давай. не биф, типа, Кто украл? раньше я думал, ты понимаешь, типа, они такие крутые. Милохин настоящий? Да. Чё ты так думаешь? Но он не крадет, типа, он делает, типа, вот это танц, понимаешь, танц это нормально. Ты не можешь украсть шутку, понимаешь, типа, шутка ты должен сам придумать. Понимаешь, типа, это, он делает танц это нормально. Еще я не могу, типа, по него плохого говорить, потому что это был один человек, который, ну, когда был популярен, да, он популярен меня, типа, он такой, Антонио, понимаешь, типа, такое уважение, понимаешь? Что такое быть черным тиктокером в России? Сложно. Почему? Это, мне кажется, дальше даю пример, да? 2020, говорит, 2000... 22-й. Нет, 2020 где-то. Я Что ты говоришь, Антонио? Ты на каком языке разговариваешь? 2020. Даша? Он сказал Даша? Даша? Я не Нет, понимаю, о чем ты говоришь. 2 2020. года назад. 2020, 2 Да. года назад. Я был Что ты один... сказал? 2020. Да. Я был один из самых, В говорит, 2020-м. 2020. Я был один из самых, мы говорим, типа, самый популярный, я говорю, один из самых популярных тиктокеров. До дома, понимаешь? До хауса. Да, и когда они типа, начинают продвигаться блогером, да? Что начинает? Продвигаться блогом, помогать блогам, ну, типа, Продвигаться, блог. Продвигаться, спасибо, Макс, а то я... продвигаться блогером. Да. Они мне только предлагали попозже. Понимаешь, типа я был последний вариант. Понимаешь, что я, да? Серьезно? Да. Последний вариант. Поэтому я не согласился, понимаешь, типа. Еще они тебе не пишут, что тебе помогать. Ну, типа. Это как Нет будто, контакта, типа? типа, они хотят тебе типа, помогать стать популярнее. Они хотят тебя использовать. Это по-другому, понимаешь, типа. Есть такие, знаешь, что сейчас мы будем брать Даня, мы сейчас делаем Даня популярнее, он будет на весь видео. А Антонио, короче, знаешь что, ждем, когда Антонио будет нормальный охват, и мы будем ему... Понимаешь? Нормальный охват, у тебя же огромные охваты. Да, но все равно, понимаешь, они ждут, когда типа, ты будешь, когда люди будут тебе говорить, понимаешь, типа. Понимаешь, что я, да? Инфоповоды, да. Они тебе не помогают расти, понимаешь? Инфоповоды. Я много типа писал, знаешь, что я могу с вами работать, да, если вы будете мне помогать. Понимаешь, типа? Продвигаться. А с точки зрения аудитории? То, что Нормально. ты черный, это тебе помогает или это тебе... Это помогает и не помогает. У тебя все 50 на 50. 50, да, понимаешь, Ты типа, задолбал, все 50 на 50. есть много людей, которые мне пишут, да, Антоний, мы тебе все видим, да, но я не могу типа, на тебя подписывать, потому что это черный. Кто тебе так пишет? Людей, так людей говорят даже в лицо, понимаешь, в лицо так говорят. Кто тебе такой говорит? Много людей. Серьезно? Клянусь. То, что не могу подписаться, что ты Ты черный? черный, типа, Серьезно? клянусь. You see that people are telling him that вот they почему у меня can't подписчиков subscribe мало. on his channel because he's black. Серьезно? Клянусь. И даже говорят, Это дети? Покажи. нет, Доставай давай. там, Сообщение в студию. там же взрослые люди, да, они говорят, да, им такое чувство, да, что если они тебе подписывают, да, они типа, ну, как будто они тебе помогают стать лучше их блогером. Понимаешь, типа? Они типа, они так думают, понимаешь, типа, они так думают, если я сейчас буду подписан на Антонио, Враг! и он будет стать лучше наш блогер, понимаешь? Черный враг! Не буду подписываться на него! они такие, нет, я тебя люблю, понимаешь? Типа, так странно, это так странно. Я тебя люблю, я не могу Но- на тебя подписывать. Они только Я блогеры. патриот. Я беру на тусу, короче, я беру на тусу, я Как беру вы уж на Макса вы подписались? вроде нет, это черный. 50 писали. 50%. Короче, я там на тусу, и там девушка такая, Антонио, у нас агентство, да, очень много о тебе говорит, прямо очень много, мы тебя обожаем, всем там, но они не хотят тебе помогать, потому что ты черный. Damn. Мне кажется, знаешь, показатель в чем? Показатель в рекламных интеграциях. Нет? У тебя много рекламных? Меня Которые к тебе бывает приходят? много, но я откажу иногда, потому что я раньше, типа, было время, когда я занимался, типа, ради деньгами, да, и это просто убивал меня, типа, ты пойдешь в депрессию. Сейчас я начал просто отказаться из-за того, что я хочу снимать, не за деньги, понимаешь, типа,
Деньги будут по-любому, если не будут, то жизнь. Сейчас я хочу снова кайфовать от этого. Но до этого было очень много, ты понимаешь, каждый день. А до рекламы, это все т.д. я ни разу типа там... Ну, то есть не боятся давать тебе рекламу? Мне кажется, Не большую рекламу. Большую рекламу боятся. Большую рекламу боятся. Да, но есть такой сейчас, спасибо Богу, я не знаю, что случилось. Сейчас уже типа большие типа вот это организациями пишут. Бог это главное, да, в хаосе? Спасибо, Бог. Спасибо тогда Настя. Спасибо Настя. Спасибо, Настя. Спасибо Настя. Сейчас она как-то уговаривает людей подписывать. Знаешь, какой самый главный вопрос? Помогает ли TikTok get more pussy? Самый главный. Я думаю, да. Does TikTok help you get more pussy? Конечно. Or only... Я думаю, Оба. Оба. я думаю, зависит от человека. Я на самом Давай не Мне будешь кажется, ты есть возраст. ТикТок это до... Ну чисто. Все от человека зависит. Это человек, бро. Не, в смысле, в начале, когда ты стрельнул, 1 миллион, пошли активность Это был хуже. До этого у меня было много. больше, чем до 1 миллиона. Да. А почему потом? Потому что когда ты популярный, ты такой, они хотят Они уже отношения. боятся. Да, они хотят тоже отношения. Понимаешь, типа? Но это другое, да. Да, Они они хотят хотят- удержать. Да. Удержать, чтобы рядом с И тобой такой, был. раньше было написано, типа, нормально, вот это все. Потом, я только одна из них, да. Я только одна из них. Четко. Ты не думаешь, ты будешь спать со мной как со всеми. Такой, к смыслу всем, блядь? Ну я не Пожалуйста. Понимаешь? Ну, я больше спрашиваю про то, что, типа, все понимают, что когда у тебя большой, знаешь, у тебя куча внимания. Когда у тебя большой ТикТок, Но это очень работает? внимания очень много, прямо. Особенно, ну, мне кажется, за мой контент, не знаю, да, у меня очень, там мне раньше процент был 85 девушек. Женщин, Да, аудитории. Да. А сейчас по 70 или 60 где-то. У меня очень прямо много внимания, очень. Но к счастью, я им говорю, типа, я им писал, типа, я это не хочу понимать, типа, мне это не интересно. Мне не интересен секс с женщинами. Нет, не это. А у вас были агрессивно обидные подкаты? Агрессивный, обидный в нашу сторону. Типа, эй, шоколадка, я тебя оседлаю. А, боже мой. Негр, я тебе хочу. Негр, я тебе хочу. Ты грязный, я тебя хочу? Негра, я тебе хочу. О, боже мой. А что там, почему ты меня отчуваешь, блядь, даже некрасивый, блядь. Там был, там есть такие, и так, был такой, там, блядь, там такие подкасты, которые я не могу верить, Это понимаешь? будет название подкаста «Негр, я тебя хочу». Знаешь что, я не под негром, я думал, все типа грязные, и вот это все, но ты мне нравишься. Чё? Я не под негром, я не люблю негров. Я думаю, они ты- все грязные, вот это все, но ты мне Но ты нравишься. как человек не нравишься. Ну ты только... Ты именно Антонио. Да, негром, но который мне нравится. Ты человек с 2 миллионами в ТикТоке, ты единственный негр, который мне нравится. Понимаешь? Ты самый чистый из всех негров. Запости А меня что, у еще, тебя пожалуйста. такого не было? Тебя такого не писали? Типа, негр, я тебя хочу? Не, ну что-то вот такое жесткое, но с подкатом. Я думаю, да. Ну так что прям вспомнить что-то. Только мужики, я помню, первый раз, когда я узнал по пацанам, типа, я там сижу, мой друг такой, все, типа только парень говорит, бля, я знаешь сам, он на тебе подписан, Антонио сам. Я такой, сам? Кто? Бля, потом другой друг, понимаешь, другой друг. Другой, бля, может быть, это парень, может быть, он занимает бокс, типа, там много парней, бля. Может быть, это бокс, такой, боксист, кто знает, да? Футболист, может быть. Будущая легенда. А ты заходишь и там, чё? Вот, типа, ну, типа, я же знал тебя, да, но я не знал, как твое имя. Ты понимаешь, я же знал. Лол. И такой, да, я знаю, мы дружим давно, блядь.
Если что, работаем вдвоем, да? Если Да, что. Даму, Да. earlier you said that you've never been in a relationship with a Russian girl. How come and why? Why is that? It's a very tedious process for me to get used to a new culture. I tried it once, I think. I tried it twice, but it was just too much for me to handle. What's that thing that was too much? The emotional imbalance. Shit, that's true. Yeah, the emotional imbalance. You don't know. The one for you don't attention. know. You don't know. This person is a new person, and she's just being herself. But you're not really used to women being that way. So you're not really. Explain. In the That sense way, that- what way? Okay, the thing is, one moment a Russian girl can be really cool with you now, like right now, and in the next hour, stop. And me trying to get used to that kind of person, I don't know, is it that You did I piss her something. off, or is it that she's really in a mood, or is it that she doesn't really value me, being a black guy and all this kind of thing? That was when I was new. So man, I was just like, bruh, this is too much for me. I'm not ready for this. Then what happened was, Yeah. that was in 2015, 2016. Then I came to Britain. Then I started to see girls from Angola, That would be. from Namibia, from South Africa, from Mozambique, from Zambia. I was like, woo, Africa is beautiful. That was how I was like, oh, okay. No more white girl for me. Let me just stick to Africa. So the thing is, what actually, it wasn't because I planned not to date Russian girls. That experience, then also going to Ruden and seeing, I was coming from Nigeria. I hadn't met girls from other parts of Africa. So I started to see clean girls from southern part of Africa, the islands, Cape Verdean, bruh. I was like, nah, this is it. This is it. It's enough for me. А мне наоборот. У тебя наоборот? Да, я пытаюсь чернокожие девушки, мне не получится, типа, как-то не то, понимаешь, типа, это не то. А у тебя были темнокожие девушки? Пытался, я потом я бросил их, типа, я не могу так. В России, в смысле? Да. И, типа, сложно стало, я не знаю, понимаешь, типа, Потому что ты душу ищешь, тебе уже тело не нравится. может Ты быть, такой, из-за все, этого. мне Да, я нужны не... голубые глаза, I want blue eyes. Мне даже не Blue Eyes, там все, понимаешь, Oh, типа... no, not very not. Childhood fantasy. Мне такое нет, понимаешь, типа, я раньше только был чернокожий, даже никогда не думал, что я смогу быть белым, типа, вообще не был мой, понимаешь, это не мой, понимаешь, типа, я пойду в Россию, я буду чистый, даже не буду трогать белый, понимаешь, типа... Даже не буду трогать. Это вырезаем. Я не Ради помню. твоей безопасности. Вырезаем. После этого не говори, я тебя хочу, надо вставить. Это я так думал, понимаешь, потом... Даже не буду Я трогать. так думал, и потом начинал, типа, у нас слишком много Разность. неразности, типа, вещи, которые, типа, мы понимаем, понимаешь, которые я понимаю, я не понимаю, понимаешь, типа, она меня поддерживает. То есть ты не ожидал, что вы будете настолько похожи? Да, Понял. Дамула, в чем разница между русской девочкой и нигерийской девочкой? Man, that's really hard though, cause my CV at the Russian place is Not not that big. really that. But разница. Они белые, они черные. Спасибо, это был подкаст. Всем до свидания. What would you tell people? Что бы ты сказал, типа, when you get to whatever in the world, and when they ask you, yo, Damlo, like, what are girls in Russia like? What would you say? Модные. Они модные. Модные. Модные? Да. Damn. Yeah, Russian girls модные, neat. Они чистые. Чистые, да. Чистые. Чистюли. Красивые тоже. Они реально красивые. Do you agree that Russian girls are the most beautiful girls on earth? No. Nah? No, Russian girls are not the most beautiful. Have you gone to Africa, bro? Have you been to Africa, boy? А у тебя получается, у тебя все, да? Ты уже... Уже все, закрылся? Закрылся канал. Негр, я тебя хочу уже не работать. нет, я не все, я сейчас, как культура, да, я должен с ней там приезжать в Анголу, и
чтобы, типа, родители, мои родители, они умерли, типа, братья и сестра, чтобы, типа, не говорить, что они думают. Потом я должен решать, я смогу жениться или нет. Ты прям думаешь про всем традициям пройтись? Всем просто, типа, показать им, понимать, как уважение. Типа, это дочка, которой я хочу, типа, строить жизнь. Как вы думаете? Ты видишь вашу семью здесь, если у тебя будет семья с русской девочкой? Во-первых, ты видишь свою семью с русской девушкой? Я вижу, да, но не здесь. Не здесь. Да. Почему не здесь? Что? I'm asking, does he see himself in a marital relationship with a Russian girl? And if yes, does he see the family in Russia? His family in Russia? Мы говорим не здесь из-за того, что я не хочу объяснить моих детей, почему им не любят, понимаешь? Типа, это сложно, понимаешь? Типа, как объяснить детей, что тебя не любят, потому что ты темнокожий? Как всегда, например, да, моя девушка, да, на ней всегда типа какой-то хейт из-за меня, понимаешь? Я не могу каждый раз говорить, знаешь что, скоро будет нормально, ты понимаешь, типа, я не могу каждый раз успокоиться, понимаешь? Ребенка, да. И она и ребенок, понимаешь, типа, один из них, Сойдет с ума. да, и поэтому я хочу где, типа, мне не нужно им объяснить вот это. В Намибию? Я не хочу там, я хочу где-то. Португалия. Потому что Португалия не очень хочу, там очень много из нас. Ангола, там без Ангола. Очень много из нас. И я хочу где-то, Да, говори. я хочу где-то он мог типа, найти себе, понимаешь, как я нашел себе, понимаешь, типа, где нет места, да, где нет, да, такой вибра, понимаешь, типа, я буду с моих, понимаешь, типа, там нет своих, понимаешь, ты должен быть сам собой, если что-нибудь такого. I also kind of think raising a mixed race baby in Russia is not the best thing, bro. Well, It's difficult. why? How do you know from just 7 years being in Russia? How do you get it? Because I understand the fact. The thing is, I understand the political arrangement of everything, the political implications of what you're committing those kids into. You know, and I've met a mixed race baby in Russia, raised in Russia. I've met a couple of them. I've met mixed race baby in Africa, or in the UK, or in America. They're different. You see the ones raised there, a lot of them, sorry Max, a lot of them are actually really timid. And you know the reason why they're really timid, they're so self-inhibited is because of the society they're in. They're not free. The society doesn't totally accept them, fully accept them. That's what I don't want. Yeah, it's not, nah. Raising mixed race baby in Russia, I feel bad, nah. I'd always have like people, don't do it. Don't do it. Don't do it. Because Не надо. they grow up, I don't know, типа, не знаю, если тебе так же был, типа, им сложно, понимаешь, типа, ты не знаешь, кто ты, понимаешь, ты черный или белый, понимаешь, типа, им так сложно, они не могут понимать. And sorry, one thing you realize is a lot of others, for example, a lot of mixed race baby raised in Russia, they have this insecurity. They don't know, because you can't blame them. They don't know if the people admire them. Like, let me touch your hair, let me see your skin. Because the same people that want to mock them would also say, let me see your skin. So they have this insecurity. They have trust issues. Yeah. And it's always, they overreact to things because most of their life they've had to be very defensive and fight for themselves. So if you stop them And they psychologically. don't know what to do with their black heritage. Да. They don't know, even in my situation, когда ты растешь черным ребенком в России, ты не знаешь, что делать со своей чернотой. Yeah. Ты не знаешь, куда ее девать. Ты вроде бы, ты говоришь, you speak the same language as all the kids, you do the same things as all the kids, but when you see yourself in the mirror, you're like, how can I express this? Should I express this? Where should I talk it? Because все-таки в России еще не готовы принимать другие, я не знаю, как У сказать. тебя реально такое было, что ты перед зеркалом такой задавался вопросом? Ты не задаешься, you don't do it like literally, you don't stand in front of the mirror. It shows a very minor thing. It shows like when you meet Africans and you're like, oh my God, like, it shows like when people are talking about Africa, you're like, no, I don't want to talk about Africa and things like that. It shows, проявляется в очень таких маленьких вещах, деталях. Даже, не знаю, если вы заметили, много мулаток девушка, они пытаются набрать внимание, типа на тело. Понимаешь, что это?
Я думаю, из-за того, понимаешь, типа, у них не было такое внимание. Да? Типа, ну, когда были маленькие, такой, знаешь, что сейчас смотри, насколько я пиздец. Понимаешь, это какой-то комплекс, да? Они даже не... Девочки у нас говорили в прошлом подкасте об этом. Они даже не понимают, типа, это комплекс, такой, смотри, какая пиздец. Они говорили об этом. Типа, я спросил подруга, да, почему ты это показываешь? Такой, я не знаю почему. Понимаешь, из-за того, что, типа, ты родился, да, типа, где ты не знаешь, кто ты, понимаешь? Ты должен быть самое важное, понимаешь, из-за того, что, типа, все, да, все это проблема. Поэтому я не хочу, чтобы мои детей такой, типа, ну, был такой. Блин, но в любом случае это необходимо. Нужен этот переходный в виде мулатов элемент между Африкой и европейским миром. Нужен этот мост, который объединял. Не, просто речь о том, что в России его практически невозможно создать. Это мозг, мне кажется, это мулат, понимаешь, это мозг, который нужен, это не... Но в России ты не можешь практически создать, потому что в России ты либо одна страна, либо вторая страна. Очень трудно в России быть человеком мира. Очень трудно в России быть, я не знаю, там, и нигерийцем, и русским. Ты либо то, либо это. Ты не можешь быть посередине. Да. Тебя будут всегда постоянно спрашивать. Вот ты помнишь, когда мы стояли в метро, человек подошел и спросил, вы русские? Ему было пофиг. Мы должны были ему сказать, да, мы русские, и тогда, да, погнали. Или нет, мы русские, тогда полез драться. I see things. One of the differences, you see the mixed babies, especially the ones raised in Africa, they have a super high self-esteem. Oh, really? I've never met anyone with them. They have a very super high self-esteem. Oh, because those ones are pushing them because they're white and they're Yeah, black. yeah. So the ones, even I think in the UK, in America too, they feel good about that light skin. They are the ones saying light skin, team light skin. But the ones I've seen in Russia, They don't like so themselves. timid, They don't like because themselves. society. So you, It takes long for as an them, like- intending father now, or as an intending parent, it's not wise for you to put your kids in that kind of situation. Now why? Me or him? I'm just saying generally. I'm saying that, поэтому я боюсь иметь детей. Из-за этого я очень for real. боюсь. Я очень, типа, я давно хотел такой. Еще одна вещь, которую я видел, это очень странно. Почти все людей, которые, типа, рожают, которые, типа, если мало детей, у них сразу, типа, слушают какую-то проблему. Они уже отправляют в Африку. Гей? Ты сказал, мулаты гей? Нет, которые рожают мало детей. Видишь, брат, никто не детей. понимает тебя. Мулат Мы детей. эти 2 часа общаемся. Мало детей, у них какой-то проблема, понимаешь, какой-то, типа, как будто это curse, понимаешь, типа, если будет мало детей, тебе будут проблемы. Я не знаю, как это работает, но всегда так. Это правда трудно, это правда. Но нам нужно сказать, что сейчас будто бы стало легче. Не знаю, может быть, я просто так это говорю. Нет, Сейчас- конечно, и будет Да. легче. Легче, конечно, легче. Сейчас будет. будто бы стало с этим Легче. легче. Ну, сейчас мулат уже начинает принимать себя, понимаешь, типа, это нужно время, это нужно... Они уже не борются с тем, что они черные, как мне Да, кажется. да. Хотя есть еще некоторые персонажи. So I think more of them now are starting to embrace the African side. I hope so. I No, hope well, Так есть, some так of them, есть. yeah, some of them. I've met a Но couple у of них them. проблема, знаешь, как проблема? Их мама против, чтобы они обещали чернокожие. Ты сталкивался с такими? Много, они такие, знаешь, Yeah, because the father из-за моего вот is этого always absent. 20 лет, теперь чернокожие, на которые обещаюсь. Но я давно хотел, но я очень боялся, потому что моя мама так говорила про вас. Это мулаты тебе Да, так Да, говорят. да. Они очень боятся с нами общаться, потому что они думают, они не один из нас. И папа уже... Уже да, понимаешь, типа, они такие плохие, они такие, вот такие, такие. Я, поэтому. В Ванва так очень много, я недавно познакомился много, очень, в последнее время, много мулат, которые ни разу не общался с чернокожим. Прикинь, мулат, очень много. Я такой был. Да? Самый первый темнокожий. Я его первый темнокожий! Да. Сколько у тебя детей? У меня нету. Да ладно, что ты рассказываешь? Серьезно, у меня нету. Иваново 3, в Москве 2, Мне пока не в будет. Питере 4. Мне пока не будет. 100%. Я дам, а ты, Пока точно не будет. ты где будешь воспитывать? Ты здесь останешься или поедешь в Нигерию? Здесь, конечно, нет. Здесь невозможность для... Чернокожий. Конечно. You guys are funny. You guys will say the opposite thing for the last 1 hour. And when this guy asks you if you want to stay, you're saying that there's no opportunities for black No, men. the thing is, the fact that Russia taught me a lot of things doesn't mean Russia is good for me. I know what to learn and what not to learn. And I know there's no opportunity. And the thing is, it's not a bad thing. They love themselves enough. Even the people who don't have enough jobs. So why should I be entitled to having a job in what Russia built for themselves?
Мой друг сказал, знаешь, что он сказал? You know? So it's not, I'm not hating, I don't feel bad. I applied to so many Areas. headhunter, so many resume. I sent so many resume. They said, Costilino, Ты не наш. Ninga Tofik, that's it, vast interview. Arasho. I wasn't offended because Me too, I don't get offended. The Russians, they need jobs too. And the thing is, language matters. Can I speak Russian like the Russians? So as an employer, I would choose someone that I can understand, I can communicate with, I can teach easily over an Australian. Я же- Это нормально. Не, а где ты планируешь туда? Африка, конечно. Африка? Да, США не хочу. Великобритания не хочу. Африка. Yo. Чуваки, это было вкусно. Yeah. Очень, прямо И не очень. только про еду, но и про беседу. This was, Спасибо вам this was большое, dope. что... This was dope. And the rise was dope. Nice. Thanks for coming. Thank bro. you, thank you. Джуджу People, подписывайтесь на Juju канал, People. оставайте комментарии. That's how we do. Дамала, Сэм, Антонио. Gangsta Pavar in the building. Gangster forward. Gangster Всем forward. пока. Love. Yo.